В 2000-х годах я занимался поставками золотодобывающих компаний на Чукотку. Формировал грузы с России, товаро-материальных ценностей. Подготавливал караваны и отправлял автотранспорт вместе с ТМЦ на Чукотку золотодобывающим компаниям. После, когда возвращались ребята с рейсов, рассказывали всякие разные истории, которые меня очень сильно захватывали. Я увлекся этими сюжетами и решил создать документальный фильм. В те года цифровая техника еще была мало развита. Соответственно, мне притащили огромный мешок аналоговых кассет. Из них мы выжили цифру, составила по тем временам, мне казалось, огромный объем 250 гигов. Ну и, конечно, фильмы любительские. Оттуда мы взяли, только набрали на минут 45-50 нормального времени. Качество, конечно, было не ах. Но у меня же мысль пошла дальше. И я решил из этого сделать авторалли с полным освещением всего, что там происходит. Как бы в новом формате. Потому что, когда пролетают машины на авторалли, то понятно, что кто-то выиграл. А как это все происходит, как это живет команда, штаб, пилот, штурман, уходит от зрительских глаз. Ну и я решил сделать именно вот этот проект. Ну и знаю, что очень много людей, которые являются нечистоплотными, я решил зарегистрировать авторские права. Как в России, так и за рубежом. Ну и так у нас родился вот этот проект. Ну, вообще на начальном этапе проект как таковой международный. Вот. Просто на первый сезон, так как у нас очень неважно на самом деле со спонсорами, мы вывезли то, что мы вывезли. То есть на первый сезон мы идем в Магадан, Билибино, а в развернутой форме это уже будет международный проект, и здесь будут уже гонять международные команды и так далее. А с ними, конечно же, приедут и туристы, и наблюдатели. И это будет просто-напросто, я думаю, что стремительный взлет Магадана в Магаданской области. Что это будет, как это будет выглядеть? Там же трасса будет не позволять осуществлять нормальную, адекватную гонку. То есть это как-то гонка... Ну, вообще мы об этом думали и в большей степени пришли к гонкам следования. Потому что действительно мы можем, в принципе, помешать простым обывателям. Ну и вообще можем здесь просто разбить зимник. Представляешь, пойдет толпа просто. Вот. И поэтому гонки следования, чтобы друг за другом. То есть с интервалом 5 часов. Примерно так. А освещаться где-то в СМИ, где-то телевидение? С мальчишкой и с немцем одним разговаривал, с какой-то телекомпанией. Вот. Что вы сделаете здесь, сейчас, мы посмотрим, и потом как бы они готовы уже будут вклиниться, и уже будет какой статус международный. Примерно так. Ну, как всегда. В принципе, нормальная, интересная мысль. И показать и природу, и быт. Только время будет властно, оно покажет, либо оно срослось, либо не срослось. Но поэтому мы здесь собираемся, поэтому мы его и обсуждаем, и как-то пытаемся это дело воплотить в жизнь. Я думаю, получится. Однозначно получится. Это, я думаю, многим интересна и наша трасса, наша природа, и быт людей, которые... Вообще, по большому счету, по трассе очень многие там прокатились, проехали и так далее. Но именно в таком формате никто, это даже в мире нет такого формата. Я узнавал, уточнял, наткнулся на одну очень любопытную информацию. Был такой, царство небесное, Тенре Саби, он сделал проект, пустил только 3 машины. Ему хватило денег. Это был 78 год. И он пустил по маршруту Париж-Дакар. И потом это вылилось вот то, что вылилось. Так что, в принципе, это может быть и русский Париж-Дакар. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы на старте. Амсукчан пройден, сейчас экипаж двигается в сторону Билибина. На пути будет еще поселок Амалон. Мы видим, что весна наступает стремительно. Мощная оттайка. Днем оттаивает, ночью примерзает. Очень коварная трасса. Можно легко на перевале улететь в обрыв, попасть в Майну, и там можно и вмерзнуть.
Есть угроза, что будут мощные паводки. И может быть даже угроза жизни экипажа. Но пока ралли продолжается, белые медведи вырвались вперед. Закон бумеранга никто не отменял. Напоминаем о поступке экипажа полярных волков. Это в предыдущих сериях. Это первый сезон. Даже в нем будет экшен и трэш. Всему свое время. Это не покатушки через лужицы. Здесь очень все серьезно. Давай сейчас позвоним Сергею на спутник, потому что связи как не было, так и нет. Я на громко поставлю, сейчас послушаем, что это у нас опять. Абонент находится в нежном действии сети. Понятно. Пожалуйста, перезвоните позже. Пикап. В общем, такая у нас спутниковая связь, да? Давайте, когда мы попозже перезвоним, они приблизительно уже, скорее всего, подходят к Амалону, а может уже у Амалона. Вот. Кстати, я когда был на Чукотке, летал в 2000-х годах, золотопромышленник, возил и знакомился с ним, как раз только заключал договоры. У меня один раз была такая история. Приехал, во-первых, я думал, Билибино это старый-старый какой-то такой, знаете, полусталинский ГУЛАГ. На самом деле очень такой милый поселок, я просто офигел. Там многоэтажки, пятиэтажки. Вот. И часть были построены в 60-х годах, еще по старинке, то есть как на материке. А размеры поселка примерно? Размеры, ну там, когда я был, было 5000 человек населения, Ох. то есть большой. Вот, но до этого, в советские времена, поселок насчитывал около 60 тысяч. Представляешь, то есть там работало очень много народу. Потом, когда уже шли 90-е годы, его были поджоги, то есть частный сектор, он был такой захудалый, его как бы, поджигали это. Ну и остались пятиэтажки. И вот что самое интересное в пятиэтажках стало, строили как по 60-м годам с материка, а там же вечная мерзлота, соответственно, фундамент начал трескаться, и дома просто стали лопаться. И там они очень многие стоят в этих в металлических ободах, то есть в стяжках. А потом уже стали применять строительство для крайнего севера на сваях. То есть это, грубо говоря, чтобы вам было понятно, земля, грунт, и потом уже коренные это скальные. То есть они били до скал, и вот они, грубо говоря, стоят на скалах. Ну, я в курсе, что... И самый прикол стоят какие на ножках, представляешь, такие огромные дома на ножках, и под ними все коммуникации. То есть прикольно смотрится. А когда туда приехал Абрамович, в Анадыре, вот, он как у норвежцев, он покрасил Анадырь, а потом Билибино в яркие такие вот цвета, прям такие кислотные, аж необычно так было смотреться. Я просто офигел. Ну, такая вот... Это вот именно аж в те времена, да, еще было? Ну, это я летал в 2000, сейчас скажу, 2004-2002 год, примерно так. Вот сейчас как там дело обстоит, не готов сказать, потому что я потом мотался, ездил, в общем, вплоть до 2010 года, где-то так, да. 12-10 год. Это вот последние уже крайне были. Потом уже другие мероприятия, другие всякие истории. И там я познакомился с предами артелии. Вот. А я тоже этого не знал, как они охотятся. Знаешь, как они охотятся? Они зимой едут, делают огромное кострище. Потом, земля же, более-менее какой-то слой прогревается, угли убирают, стелят или сладик, или прям что-нибудь еще. Потом кладут брезент и уже на ночь не укрываются. Я так лег с ними спать. Я проснулся, я думал, что у меня почки просто, замерзли. Холодище такая, прошло, наверное, часа 4. Кстати, даже вечная мерзлота, оттуда холод как пошел. Я оттуда подорвался и ходил на утро, просто грелся. А остальные кадры при этом спали спокойно? Нет, они тоже не пораньше встали, уже все это забили себе в эти, и все надо мной прикалывают, что я такой приехал паркетный парень из города, вообще как бы ни о чем не знаю. А я сейчас позвоню, еще раз наберу. А кто у нас вообще провайдер всей этой спутниковой связи? Global, да, по-моему, Star, или как он там называется? Я даже не знаю. Я даже понятия не имею, если честно. Ну, я завтра к ним поеду, потому что это, извиняюсь за мой французский, пиздец какой-то с такой связью. Да, очень неудобно, когда невозможно Да не дозвониться. то, что это опасно, понимаешь? И опасно. Они там, это экстремальщина.
Блядь. Пожалуйста, перезвоните позже. Ну вот как, блядь, спутниковая связь? Вот как такая, блядь, связь может быть? Кому нахуй нужны с такой связью, кто может завоевать на нас? Ладно, что, тогда я выйдусь на связь, я это дело отдельно запишу. Вот, это дело У меня приложение есть, в принципе. Может, если вдруг вы выйдете с ними на связь, не знаю, сделаем какую-нибудь тему, что если у них возможность там будет, не знаю, связь, не связь, чтобы они отзванивались, нам что-то сообщали. Ну, я, во-первых, скажу в этот Global Star, узнаю вообще, как это дело все происходит, у них почему так. Мы столько заплатили денег, столько стоит связь, ее нету ни хера. Ну что, тогда в следующий раз будем пересекаться каждый день, пока мы не добьемся, для того, чтобы с ними Будем пересечься. дозваниваться, надеюсь, дозвонимся. Но все равно на Фоксе надо будет.